Ну все, я приветствую начну, а дальше просто разгон. Окей. Всем привет, это OFFSTAGE, и с вами Юра Файдет. Мы находимся в Астане, и у нас в гостях, ребят, Месси из Казахстана. Даня молодой. Привет, здорово. Приветствую. Рад тебя видеть, безумно. Спасибо, что позвали. Спасибо, что пришел. На улице происходит прям очень круто фанатское движение. Каково тебе, не устал ли ты, и что тебе дает эта поддержка? Вот я тебя и поймал. Ты смотришь наш ролик без подписки, как и 90% наших зрителей. Подпишись. Устал ли я? Нет. Наверное, зависит, находишься ли ты до игры, либо после, вот этот момент. До игры есть еще энергия, но после игры, как будто когда эмоционально уже отдался в игре, иногда тяжело, но все равно стараешься уделить им время. Иногда, конечно, нет, но надеюсь, люди не обижаются на это, я стараюсь по максимуму. Так что люди меня поддержат, я должен что-то давать в ответ. Ну, ты щедрый человек. Ты второй раз уже, да, на этом чемпионате? Да. Здесь. Есть ли различия по ощущениям от первого турнира вот ко второму? Наверное, 100% есть. Больше народу начало поддерживать. Вообще киберспорт, наверное, в Казахстане. Это сразу заметно. Я не думал, что, если честно, так будет прям сильно. Но то, что люди прям так стоят и ждут 24/7 на улице, наверное, показательно то, что прошел год и настолько все поменялось. Да, ты отметил, что после игры тяжело, да, бывает. Вот да. Сегодня Фальконс видел, да, игру? Да. Вот эта последняя карта. Очень обидная, проигрыш, и они приезжают сюда, и фанаты бегут, кричат. Я прям вижу лица там Ника, Моноси, прям грустно становится, но они все равно через силу, да, стараются тоже там как бы помочь ребятам, которые стоят, ждут их, поддерживают это. Ну да, по-другому никак. По-другому никак, да. Да, я хочу вернуться в прошлое, начать с самого начала. Когда ты понял, что КС – это твое будущее? Ты помнишь этот момент? Наверное, знаешь, когда я делал выбор, либо дальше учиться в университете, либо бросать университет, тогда был выбор. И там такой был выбор тяжелый, если честно. У меня не было какой-то определенности в будущем, что я буду делать, если даже выберу Counter-Strike, потому что, во-первых, не было возможности даже, например, купить себе компьютер, либо что-то в этом плане. И в один день я проснулся утром, но я перед этим поговорил с одним человеком, который, наверное, мне сказал такую вещь: если не попробуешь, потом будешь всю жизнь жалеть. И я утром проснулся и сказал маме, что: мам, наверное, я буду бросать, я хочу попробовать свою мечту. И тогда, наверное, я сделал свой выбор, что если я не попробую... Это серьезный шаг. Да. Это серьезный. А на тот момент у тебя не было команды, да? Я тогда был вообще никем, у меня там, наверное, было 3000 евро. Я в моменте очень бросил Counter-Strike и вообще в него не возвращался, потому что мне надо было закончить учебу и поступить в университет. И я прям в 11 классе начал, вообще прям полностью бросил, начал учиться, хорошо закончил. Ну, не прям хорошо, конечно, но надо было что-то сделать для будущего своего, чтобы родители были спокойны. Вот, ты когда добился уже, да, прошел на про-сцену, ну и сейчас ты уже там ТРС уровня игрок, ты с родителями поднимаешь этот вопрос, что было у вас до, ну типа вот в этом? Наверное, знаешь, когда это все начало пониматься, когда мне пришла первая зарплата, более-менее какая-то, и я отправил деньги родителям, тогда родители поняли, что никакой-то я фигней занимаюсь. А у тебя первая команда ДМС была? Да, ДМС. Я, насколько знаю, скажи, это можно говорить нельзя, вы в Сербии сразу поехали? Да, я был сначала в казахстанской организации, и Калаш мне в один день написал: давай потестимся по приколу. Я такой: давай, почему бы нет? И через пару дней он мне писал: вот заходи в такое-то время. Я такой: хорошо. Перед этим я там пришел в компьютерный клуб, потренировался. У меня был пинг 110, 120, я помню, на праке. И там был один только момент. У s1mple был хайлайт, он с джанго в голову на тетрис попал, фликанул. Против кого это было? Это был обычный фейсит. Он стоял в джангле и фликанул на тетрис. И я сделал то же самое, 100-120 пингом, и после этого именно флика поставили паузу, и мне сказали: вылетаешь на завтра. И все, мне купили билет на следующий день, и я вылетел. Вот так это было очень быстро. Очень круто. То есть один хайлайт такой, да? Людям в голову так... Да. А ты когда сделал этот хайлайт, ты что испытал? У меня, во-первых, дежавю сразу, потому что как будто я месяца 2 именно этот момент попадался в Инстаграме. И
я его повторил. И тогда, конечно, во-первых, когда мне сказали, что меня взяли, именно когда поставили паузу, я не поверил сначала. Потом уже, когда купили билеты, тогда я только начал верить, что я правда вылетаю завтра. Ну, это прям марвеловская история, знаешь, это прям очень круто. Достаточно недолго ты совершал этот переход, да, от там тир-3, тир-2 до тир-1. Ну, на мой взгляд, это недолго. Конечно, там бывает... Сразу люди как-то выстреливали, но это уже другой разговор. Первое, я помню твой дебют в «Фурии». Ты помнишь его против «Монголос»? Конечно. Как ты оцениваешь... Вы проиграли этот матч, вроде, это была швейцарка, то есть ничего страшного. Как ты оцениваешь свой дебют в «Фурии»? Во-первых, я на первом раунде дал -4 Ты на помнишь пистолетке, это? да, с долберецов. И, наверное, после того раунда я почуял какую-то слишком уверенность, наверное, которая сыграла мне чуть плохую шутку. И, ну, я считаю, чуть-чуть выше среднего я, грубо сыграл первый этот матч. Но, возможно, было и лучше. Но опыт, все опыт. И с этого, кстати, это же в Астане было? Да. И самый интересный момент, вот я сегодня смотрел, что-то задумался, ты играл квалификацию с командой АМКА уже, Да. на тот момент, в Астану. Вы не прошли в закрытых, там нормальное место заняли, там 9-е вроде, ну, это норм. И ты в этот турнир, то есть ты не прошел, и возвращаешься в турнир уже с Фурией, и играешь дома. Ты вот что испытал, вот этой эмоции, ты помнишь? Я когда играл в АМКА, мы когда играли такую аву, я сказал пацанам, я по-любому буду на ней. Мне без разницы, я по-любому буду на ней. Ты еще не знал, да? Да, я еще не знал, что меня кто-то позовет, и прям будет настолько все рядом к этой мечте. И я говорю, мы по-любому будем на этой квале, надо выиграть, пацаны, мне без разницы. Мы проиграем, я очень сильно, если честно, расстроился. И проходит пару дней, и мне пишет Фурия, типа, что думаешь, там, и так далее, и так далее. И я понял, что возможность сыграть на Астане, во-первых, ну и мое будущее. И тогда был такой момент, что я не знаю английский, и надо выбирать, рисковать, либо не рисковать. Но я выберу рисковать. Ты правильно выбрал. Ты правильно выбрал. Команда как тебя восприняла, Фурия? Потому что очень интересно, ты сказал, что ты английский не знал. Да. А там ребята, конечно, из Бразилии, но они играют на английском, да, из-за Киндера в том числе. Да. Как интеграция вообще это происходила? Во-первых, мне было очень тяжело. Например, в плане жизни и в плане игры, например, когда мы начали только играть, наверное, я ничего не понимал. И просто концепт самой игры строил сам по своей картине, которую я понимаю в игре. Например, какие-то происходят действия на карте, я сам подстраиваю, например, смотрю на радар и подстраиваю сам, где может быть находиться оппонент, и просто ожидаю его там. Если его там нету, то уже по-другому. Я не слушаю информацию, потому что она слишком быстро происходит, и я не могу ее понять слишком быстро. И как-то строил под себя какие-то моменты и просто угадывал, грубо говоря. Ты на интуиции просто двигаешься, да? Да, ты первое время просто только на интуиции двигался. Получается, индивидуальный скилл твой позволял тебе вначале, да, вот импровизировать, и это благодаря, грубо говоря, Свейду, который в ДМС и в МК был, он меня научил много чему, а потом я уже просто начал свой скилл как-то там показывать по чуть-чуть и начал чуть-чуть прибавлять. В какой момент ты понял, что ты стал самостоятельным, вот прям самостоятельным игроком, который отличается от всех? То есть не подражает, да, кому-то, там, смотрит демки и так далее. Ну, все смотрят демки, но стал самостоятельным. В какой момент? Наверное, я не сказал бы, что я еще таким стал сейчас, потому что, во-первых, с каждым днем чему-то учишься. Я не думаю, что это когда-то произойдет в один день, что я скажу, что я все готов, и я индивидуальный человек. Наверное, я такого никогда не скажу. С каждым днем ты чему-то учишься, с каждым днем ты хочешь чему-то, во-первых, научиться, и с каждым днем ты анализируешь свою игру. Потому что я бы не сказал, что я индивидуально прям чему-то научился. Ну, ты скромный человек весьма, это очень круто, бро. На какого-то снайпера, может, ты равнялся до того, как... Да, я равнялся на s1mple, но, как сказать правильно, наверное, это когда-то играет и в плохую шутку, иногда в хорошую, конечно, но надо играть всегда на команду, по-другому никак в Counter-Strike. Ты не можешь выиграть один. Ну, это просто невозможно. Это такой спорт, что тебе надо выигрывать командой. Вот и все. Да, ну недаром же еще 4 человека в команде. Да. До этого, возможно, я думал, у меня был такой инстинкт, что какими-то индивидуальными действиями я могу что-то поменять в игре. Да, я, возможно, поменяю, но не весь исход игры. Так что весь исход игры решает команда. Я не могу каждый раунд 5 убивать.
Это невозможно просто. Все правильно. Трудности с английским, ты сказал, да, изначально? Да. А трудности вот с перелетами у тебя были поначалу как-то? Наверное, я первый свой вот это именно проблему испытал после Астаны. Мы сразу полетели в Америку, в Даллас. И это была моя первая поездка в Америку. И сразу же 10 часов разница. Я, например, вообще не мог проснуться в нормальное время, просыпался в 5 или в 4 утра, потому что слишком рано. А по, например, моему времени Казахстана это было 11-10 часов. Я пытался уснуть, но я засыпал где-то, я говорю, в 7 или где-то в 4, в 5, в 6, 7 утра, где-то так. Так что и просыпался через пару часов, потому что игра была, и мне просто стучал в комнату менеджер и будил меня, потому что я спал и не мог проснуться. Я ничего не слышал. Хотелось просто выспаться, и нереально были джетлаги. Наверное, я сразу испытал это, да, это прям реально тяжело. Прям проблема, да, Да. была? А как быстро она пофиксилась, и пофиксилась ли вообще? Да, пофиксилось, но мы сразу вылетели, так что это пофиксилось на следующих турнирах. Я понял, как надо примерно с этим, как это решать примерно. Ты заранее об этом думаешь, например, в самолете не спишь, либо что-то наподобие, держишься, прям стараешься держаться в этот день, когда у тебя перелет. По-другому никак. Ну, либо пьешь какие-то таблетки, чтобы уснуть. Но я не любитель этого. Ну, мелатонин, да, Да. наверное, какой-нибудь. Это на игре сильно сказывается, если ты вот с такими проблемами сна? Я думаю, очень сильно, если честно. Иногда, мне кажется, просто мозг устает и хочет спать, и у тебя фокус идет на сон, а не на игру. Я думаю, иногда это чуть-чуть решает. Но, возможно, нет. Не знаю. Ну, тоже незаметно по тебе очень тяжело понять, когда ты смотришь, когда, допустим, я смотрю матч, тяжело понять, что не так. Всегда кажется, что все хорошо, ты на конфиденсе жестком двигаешься и так далее. В чем секрет вот уверенности? Я думаю, я не первый, кто говорю, что ты на уверенности. Я всю жизнь такой чуть самоуверенный человек, не только, наверное, в Counter-Strike, да и в повседневной жизни. Но есть баланс, который нужно всегда находить. Это как в жизни, знаешь, ты уверен, но иногда стоит чуть-чуть назад отойти и успокоиться. Главное правильно, наверное, относиться к некоторым действиям и быть взрослым ко всему. Если ошибаешься, то воспринимать взрослую ошибку, а не как-то по-детски и делать эмоциональные какие-то первые, не знаю, ответы. Например, ты стоишь в окне, и тебя просто типа в дым убивает, и ты на это реагируешь так, что бьешь по столу. Это такие уже детские такие ошибки. Ты их сознаешь со временем, когда понимаешь, что вот ты эмоционально сейчас сдался и проиграл игру, так не надо больше делать. И ты познаешь только после проигрыша. Только это так работает. По-другому никак. А вот с Fallen вопрос. Он является твоим наставником в этом плане? То есть вне игры? Ну, в игре, но как бы, да, в психологическом плане. Я бы сказал, знаешь, когда я с ним познакомился, мы очень похожие люди. И наставников, я бы сказал, что у меня нету вообще вне игры, потому что, как сказать правильно, не хочу говорить, что я и так все знаю, но я понимаю, что мне мешает, я понимаю, что мне надо поменять, и я считаю, что человек не может поменять все за секунду, и главное, хочешь ли ты это поменять или нет, есть ли у тебя старание и желание. У меня есть лично, например, старание и желание поменять какие-то ошибки во мне, и я думаю, команда это видит и уважает мой выбор, что я не единоличник. Я думаю, это очень сильно решает. А как ты думаешь, какие-то, вот ты сказал, ошибки исправить? Это в том числе качества какие-то характера или чисто игровые моменты? Я думаю, это игровые, во-первых, качества. Игровые моменты, например, у меня есть, правда, такой момент, что я иногда сам себя реагирую на свои моменты и хочу сделать больше, всегда больше, всегда больше. И это мне иногда мешает, прям очень мешает, что я над этим прям очень сильно думаю. И это мне, правда, очень мешает. Иногда просто надо успокоиться, и игра придет просто. Вот и все. То есть я так понимаю, что ты говоришь про ситуации, где, допустим, ты пошел пикать, да, человека там, или мог не пикать, да, и ты вот, если не сделал что-то, ты жалеешь, что ты не сделал в игре, или как, вот, чтобы точно понимать? Например, я вижу ситуацию в игре и думаю за других, грубо говоря, и стараюсь, чтобы какое-то действие не произошло, сам себя настраиваю так, чтобы сделать что-то, чтобы этого действия не произошло. Предотвратить. А это действие, возможно, не произойдет.
а я пойду что-то сделаю свое, и меня вдруг убьют, и я потом на себя начинаю злиться. И, грубо говоря, мне это иногда правда мешает, и, грубо говоря, чуть-чуть недоверие, можно сказать, к своему же, как сказать, мышлению, можно так сказать. Я, например, строю картину правильно, но могу просто в секунду, через 5 секунд передумать и сам себя просто запушить так, чтобы умереть. Ну, может быть, это дело опыта, ну, возможно. Как будто бы ты превосходно играешь, у тебя есть геймсенс, да, ты там понимаешь уже картинку, но все равно опыт недаром же, он нарабатывается, да, и как бы ты, пройдя через эти, может быть, ошибки или там фон, как говорят, да, люди, прешер и так далее, просто найдешь вот эту игру идеальную для себя. То есть, если ты сам будешь видеть в себе игру идеальную, мне кажется, ну, конфиденс твой еще вырастет. Но куда больше, но в любом случае... Подскажи, пожалуйста, вот молодые игроки, да, сейчас уже есть поколение ребят, кто смотрит на тебя как на идола. То есть мы можем на улице, конечно, посмотреть, там такие же ребята будут. Какие качества молодым игрокам, а в частности снайперам, нужно прокачивать с самого начала? Например, я всегда задаю людям, которые меня поддерживают, и меня спрашивают, как добиться такого успеха. Я вот недавно, сегодня, либо вчера спрашивал у фаната моего, что ты хочешь от Counter-Strike? У меня вот такой был вопрос, и я задаю часто очень такой вопрос людям. Я спрашиваю, что ты хочешь от Counter-Strike, какие у тебя цели, хочешь ли ты играть серьезно или нет, ты выбрал уже или нет. Для меня ты должен сделать выбор, что ты хочешь в будущем от Counter-Strike. Хочешь ли ты правда добиться, если да, то ты должен категорически к этому идти. Нет, ты не можешь делать так, что получится или нет. Если у тебя такой выбор, я не считаю, что у тебя уже только что-то получится в этом. Так что я задаю всегда первый вопрос, что ты хочешь? Хочешь ли ты правда стать киберспортсменом, либо ты просто как хобби? Для меня это такой выбор уже как к взрослости. Например, ты делаешь уже выбор, и ты, можно сказать, взрослый по отношению к Counter-Strike. Если человек делает, что он хочет стать каким-то проигроком, то у него есть уже спокойствие, что он будет, например, до конца пробовать, а не так, что на половине пути он сдаст. Сильно. Тебе в начале карьеры помогал кто-то с каким-то, может быть, советом, да, который вот сформировал твое мышление сейчас? Как ты думаешь? Наверное, да. Но, наверное, жизненные ситуации, которые у меня происходили в жизни, они мне тоже показывали, что нельзя никогда сдаваться, что бы ни произошло. И были очень много было людей, очень много было знакомых, старших, которые мне советовали и говорили, что всегда вспоминай свое, если даже станешь каким-то популярным человеком, всегда вспоминай свое прошлое, которое у тебя было, и задумывайся, что всегда оставаться человеком. В этой жизни всегда оставаться человеком, и по-другому никак. Понял, превосходно, Дань. Очень приятно с тобой общаться, правда. Я вот слушаю, ты как вот наставление даешь, я буду пересматривать потом, я буду что-то записывать по-любому. Давай чуть-чуть отмотаем, или даже, наоборот, вернемся, не знаю, куда мы зашли, по поводу ваших выходов на мажор за Фурию. Один и тот же результат, да, четвертьфинала, Пейн, второй Нави. Помнишь, да, эти матчи? Мне очень интересно в вашей команде понимать ваш настрой перед матчем. То есть, если брать Остин, это вроде бы Пейн, да, были? Какой был настрой до игры с Пейнами? Извини, можно я сейчас сразу? Это Бразилия против Бразилии. Да. Так, на бумаге, вот именно вот в этом. Во-первых, знаешь, это как в Казахстане. Если ты играешь, например, когда я играл в казахстанской команде, и ты играешь против своих же соотечественников, всегда начинается заруба какая-то. Все хотят победить друг друга. Я думаю, также в Бразилии, когда ты играешь против бразильцев, другие бразильцы хотят тебя очень победить. И мы это понимали, и мы тоже хотели также победить. Но для меня это, знаешь, нету такого соперничества сильного. Ты знаешь, что ты можешь всегда проиграть. Ты должен это всегда понимать. Но в таких матчах у тебя совсем по-другому майндсет настроен. И, наверное, почему мы проиграли, я бы сказал, что мы вышли 3-0, довольно уверенно мы вышли, и мы закомбэчили на Инферно еще, мы были на жесткой какой-то мотивации, и как будто это нам сыграл плохую шутку, мы как будто слишком замотивировались и слишком поддались эмоциям, что вышли в овертаймы, и как будто в моменте не успокоились просто, и не начали играть спокойно КС, как-то сами быстро очень реагировали на все, и я думаю, это помешало нам выиграть тогда.
матч, который против Нави на следующем мажоре, это похожая ситуация была или нет? Я помню, что в течение всего турнира вы, фаворитами, одними из фаворитов были, и вот ваш вот этот ран на мажоре, вот такие, ну все, сейчас, плей-офф точно, и с Нави игра, я помню, на Инферно игра была там, это решающая, по-моему, игра была, да? Мы проиграли тренинг на Инферно, нет, мы выиграли, там Fallen выиграл в квач, он задефузил. Если честно, не знаю, что пошло на трене, как будто мы просто не зашли на серию, либо как будто мы все эмоции дали на Инферно. Если честно, и я не так сильно хорошо сыграл, так что не знаю, что пошло не так, хороший вопрос, но опыт, все опыт. Инферно, тот клатч, это вообще... Это, знаешь, именно со мной так случается, что до конца жизни, мне кажется, запомнится. И именно такие моменты случаются с одним человеком в команде, это Fallen. У него очень много таких моментов, что он вытаскивает очень невероятный раунд. А какой вот клатч, это факт, что Fallen вытаскивает невероятное. Какой самый за последнее время прям значимый? Не тот ли на Инферно? Для меня не тот. Мы когда выиграли первый свой турнир на Фиссуре, мы играли против Falcons на трене, там был кваш 2 в 5, счет был 12-11, и 2 в 4 была ситуация. Трейн, и Fallen с МПшкой убил двоих, и Юрий потом вышел с попа, убил тоже двоих. Так что для меня тот раунд прям, мне кажется, на всю жизнь запомнился. Я помню его прям детально, каждый момент. А ты много вообще вещей из контры, из игр помнишь? Я думаю, да. Если честно, очень много именно таких моментов я прям очень помню, правда. Я даже помню, когда я попал в ДМС, и когда первый раз приехал на буткемп, и когда я играл первый раз в жизни против хорошей команды с нулевым пингом, мы играли мой первый хороший праг был против монголс команды, и мы их тогда выиграли без шансов. И вот я прям помню этот праг тоже. Прям все помню. А не мешает тебе такая феноменальная память? Вот, допустим, перед сном ты там хочешь уснуть и вспоминаешь какой-нибудь момент? Нет, наоборот, кайф же, когда вспоминаешь какие-то моменты, которые у тебя были в жизни, и какую-то даже грустинку, что это было когда-то. У меня сразу, знаешь, представление. Смотрел сериал «Ход королевы»? Да. Там, где вот главная героиня ложилась и шахматную доску рисовала. Окей, я понял, да. Вот это так же, наверное, с играми, с демками. Да, всегда прикольно вспоминать что-то, что было до. Всегда. Мне она очень нравится. И, знаешь, когда иногда даже мотивируешься побольше. У тебя... Вот мне кажется, что ты прям мотивацию можешь поймать с любого момента, как будто бы, могу ошибаться. Скажи мне, пожалуйста, вот если ты увидишь хайлайт, просто, там в рилсах что-то поймаешь, хайлайт какой-нибудь там, про игрока, жесткий хайлайт, ты загоришься сейчас пойти в контру зайти? У тебя есть такое? Блин, если честно, думаю, нет такого прям, но... Знаешь, мне как будто кажется, что всегда хочется играть в контру, но иногда как будто надо отдохнуть, и ты это сам понимаешь, что как будто сегодня не стоит. А как будто иногда, наоборот, хочется больше, а иногда есть такой момент, что прям, не сегодня вообще. А как ты отдыхаешь вообще? Отдыхаю, стараюсь ходить в зал, посмотреть фильм, сериал и поболтать с друзьями. Мне этого хватает достаточно. А зал помогает тебе вот? Зал помогает, знаешь, не так, что прям перезагрузиться. Зал просто помогает послушать музыку и просто подумать о чем-то. Ты кардио, даже о контре то же самое хочется, можно подумать. Обо всем можно подумать. В другом формате просто, да, типа? А ты, силовые или просто кардио? Нет, я силовые, тренируюсь, занимаюсь. Я думаю, что разгрузка все равно имеет место быть в зале, да, то есть бывает, что человек там нервничает, переживает или злится, то есть ему пар надо спустить, да, как? Да, но для меня это, знаешь, ходить в зал и спускать пар, это такое себе. По-другому, да. Понял. Я уже как-то по-другому спущу пар, но в зал хожу просто, чтобы здоровье было хорошее. А давно начал ходить? Я начал ходить, когда мы выиграли турнир в Ченду, я тогда первый раз начал ходить, и вот после того турнира хожу. Как ты замотивировался залом? Как это произошло? Как сказать? Мы приехали в Китай, и у нас было пару дней, и я что-то решил... Я вообще давно хотел, просто не хотел ходить, когда не было времени, потому что я думал, что мышцы забьются, потом будет тяжело играть. И вот когда мы приехали в Китай, мы там приехали за 3-4 дня, я вот сразу же в первый день пошел, и как раз было время. Угу. А у тебя уже это как ритуал считается зал? Или еще... Я бы сказал, да. Да? Да, я прям держу дисциплину, хожу. А какие еще ритуалы у тебя есть? Не верю я ни в какие ритуалы. Там помыть руки перед игрой? Нет, вот этого нет? Нет, такого нет. Просто по настроению. По настроению? Да.
Ну, я знаю, что у многих игроков есть такая Да. штука, но я в такое не верю. Я просто по настроению, и все. Да, ну, если людям это помогает, Да. да, как бы это Если если их голове нравится, их голове будет спокойнее, пусть делают. Если нет, то нет. Да, пусть они называют самовнушением или Да, как-то, но да. пускай. Давай поговорим про этот турнир, про домашний ваш турнир твой. Ты видишь вашу команду победителем этого турнира? Во-первых, мне не нравится говорить, что, возможно, будем победителем, но скажу так, я хочу победить 100%. И сделаю максимально, чтобы победить этот турнир. Но будет, возможно, победим или нет, увидим. Мгм. Ты реалист, я так понимаю, Да. да? Все, отлично. Ну, по-любому, мне кажется, кто на родине, мне кажется, всем хочется победить турнир на родине 100%, чтобы люди поддерживали и знали, что я победитель этого турнира. Да. Ты видел Достана видео, где он с рупором? Да, Вот с этого момента ты понимаешь, насколько поддержка, да, своих соотечественников, это прям вот это мотивирует. То есть конечно. я захотел в конечно. контру зайти поиграть, правда, вот когда я на этом турнире очень хочу поиграть, но пока не могу, компания. Ты ощущаешь себя, точнее, давай так, ты лучший игрок в Казахстане. Ты ощущаешь это или ты скромный сейчас? Ну, для меня лучший игрок Казахстана за все время это Адрен, наверное, потому что он ВП мажора. И да, я бы сказал, не только Адрен, есть и другие, Мол, и Хоббит, Кикер. Много кто выиграл достижения в Counter-Strike. Я бы не сказал, что я топ-1. И навряд ли я когда-то скажу, что я топ-1. А если Я не такой человек. Хорошо, но вопрос действующий, наверное, чуть-чуть смягчит. Ну, Из действующих игроков. Ну ладно, не будем, да, но в целом я просто хочу подчеркнуть, что я думаю, ты очень уверенный, замотивированный, воспитанный, это точно, эрудированный. спасибо. Но ты чересчур скромный. Мне кажется, что... Вот я со стороны вижу, когда ребята к тебе подходят, ты ходишь, как дома, реально. То есть ты как дома ходишь, но в момент комплиментов как будто бы у тебя такой момент, что ты, немножко... Ну да, скромность, по сути. Ты не хочешь для других казаться слишком хорошим. Знаешь, такой момент. Мне так, мое мнение, может быть, мы это вырежем, если что. Но в целом от тебя прям веет аурой. Тем более здесь. Спасибо. Прям уверенность. Я Спасибо. хотел такой вопрос задать. Мы общались с АВ, и здесь есть S1mple. Да, я знаю. Это ребята из твоей... Да. Вы поддерживаете вообще? Конечно, я общаюсь с ними, не сказал бы каждый день, но мы на связи очень часто. Когда я, например, бываю в Сербии, я всегда с ними стараюсь выйти, посидеть, чай попить. И мы всегда на связи, всегда. Ну, это здорово, это здорово. Да, я не прекращал ни на секунду с ними, ни на секунду прекращал общаться. Здесь я их поддерживаю, говорю, будьте как дома, вас будут поддерживать. Я всегда с вами, пацаны. То есть КС для тебя это не просто работа, да, где есть коллеги, а это прям уже жизнь. Да. Грубо говоря, для меня Калаш, я бы сказал, и S1mple, для меня эти три человека, которые были вместе, и мы через все это время, которое у нас было тяжело, проходили вместе. И я не хочу как-то обделять с ними общение, ни на секунду. Почему я должен? Это ты не должен, это здорово. Это здорово поддерживать связь с ребятами, с кем поднимался, по сути, да, и с кем начинал. Это очень круто. Я думаю, их ты мотивируешь, наверное, очень сильно. Ну, я спрошу у них обязательно, потом тебе передам. Но я думаю, да. В целом, атмосфера на турнире вообще классная. Я первый раз на таком ивенте, как кастер, можно так сказать. Хочется общаться с вами игроками почаще, побольше, потому что все игроки, я так понимаю, что они немножко разные. Да. То есть и в инициации, да, то есть там пообщаться, там вот это все. И с другой стороны, я понимаю, что они немножко устают. Все-таки, когда вот такая аудитория такая поддерживает, хочется в номере, наверное, закрыться. Иногда хочется, да, но знаешь, я такой человек. Сколько людей меня поддерживает, я стараюсь выходить, но все равно не всегда выхожу. Но стараюсь к людям выходить и давать обратно, потому что они меня поддерживают. И я стараюсь отдать что-то им тоже в ответ. Отлично, отлично. Может быть, хочешь сказать что-то ребятам-фанатам?
Всегда говорю, спасибо большое, кто поддержит. Очень ценю, очень вижу каждое сообщение, очень приятно. Вижу и хейтеров, но с этим никак. Любите меня, я вас буду любить тоже. Хейтеры тоже любите, я вас тоже люблю. Это Counter-Strike, я знаю то, что как это работает и так далее. Могу сказать всем спасибо только. Больше ничего. Отлично, отлично. Что ты, наверное, сегодня устал, да, уже? Но мне надо еще подготовиться на игру. Да. Не буду тебя задерживать. Нормально. Дань, спасибо тебе большое, что Спасибо. пришел. Безумно Спасибо, рад был Артем. пообщаться. Спасибо. Ребята, это был выпуск OFFSTAGE. Спасибо вам, что смотрите. У нас в гостях был легендарнейший игрок, ребят. Спасибо. Даня молодой. Следите за новостями. Мы по-прежнему снимаем контент. На связи.